Да, весь наш виноградник пока еще укрыт. Здравствуйте, уважаемые любители винограда! В этом коротком ролике постараемся ответить на самый часто задаваемый вопрос сегодня. Когда же открывать виноград? Также в этом ролике постараемся ответить, чем же мы руководствуемся, когда принимаем свое личное решение, открывать или не открывать наш виноградник, или когда открывать виноградник. Все по порядку. Итак, первое. Чем же мы руководствуемся? Ответ прост. На прогноз погоды. Конечно же, на 2-3 дня это более точный прогноз. Если на неделю, на 2 недели, тут уже все расплывчато. Откуда подует ветер, что нам принесет, тепло или холод. А если посмотреть на месяц вперед, ну тогда уже это все примерно. Гидрометцентр берут за 5-10 лет погоду, суммируют и средний показатель они выставляют. Ну, это все примерно. Также здесь мы ссылаемся на многолетний опыт или практику. Обычно каждый год мы открывали виноград где-то в середине апреля или вторая декада апреля. Почему? Потому что мы всегда боялись возвратных заморозков. Представьте себе, вот подняли виноград, подвязали, почки тронулись в рост, начали расти побеги, и тут возвратные заморозки, и все погибло. И будет очень жаль. Наша задача найти или поймать золотую середину. Есть две крайности. Одна крайность – это когда мы долго держим наши кусты под укрытием, они там распускаются, и когда мы их открываем, достаем из-под земли или из-под пленки, и можно сломать побеги. Это одна крайность. Вторая крайность, когда мы достаем их рано, подвязываем, возвращаются заморозки, и наши побеги погибают. Чтобы этого не было, нам нужно поймать золотую середину. Итак, сейчас вместе с вами мы посмотрим прогноз погоды, что же передают. Вот я смотрю на неделю. Дневная температура плюс 17, плюс 22, 23, 24. То есть вся неделя будет теплая. И здесь, конечно же, хочется открыть виноградник. Но через неделю передают, температура понижается. 12, 14, 17, 15. А если посмотреть ночные температуры, то здесь даже плюс 4 даже. Где-то 5 апреля плюс 4 будет. А если плюс 2, плюс 1, это вообще приграничная температура, где плюс 1, плюс 2 могут быть возвратные заморозки, может быть также минус 1. И поэтому, смотрите, лично для себя мы приняли решение подождать еще неделю, а может и 10 дней. Ну, не знаю точно, посмотрим. Через неделю мы вернемся опять к прогнозу погоды и примем свое решение, когда же открывать виноградник. Весь наш основной виноградник укрыт черноземом. Как вы видите, только старые кусты, взрослые кусты, многолетняя древесина открытая. Все однолетние побеги, которые боятся заморозков, они под землей. Также у нас есть технические сорта, которые укрыты агротканью. Вот здесь, наверное, в ближайшее время мы приоткроем их ткань. Полностью снимать не будем, но немножко приоткроем, чтобы холодный ночной воздух проходил, дневной воздух проходил, чтобы они не подпрели, чтобы под пленкой не создавался парниковый эффект. Потому что под пленкой, если, допустим, вот сейчас, сегодня будет плюс 17, плюс 20, под пленкой будет плюс 30 и плюс 40. И представьте, почки проснутся раньше времени. Чтобы этого не происходило, открывайте торцы, открывайте края, чтобы проветривались ваши кусты. Второе. Обязательно учитывайте регион, в котором вы живете. Южные регионы, я знаю, что уже начали открывать свои кусты. Весна там приходит пораньше. Мы находимся где-то в середине, между югом и между севером. Поэтому мы пока немножко будем выжидать. Северные регионы, скорее всего, откроют через 20, а то и, может быть, через месяц откроют свои виноградники. Ну, везде климат диктует свои правила. Ну что, давайте здесь остановимся. Как обычно, хотим пожелать вам самого хорошего, чтобы виноградный сезон вас радовал. Хотим пожелать вам крепкого здоровья, вам и вашим близким. Берегите себя. Успехов!
Ну что, ролик сняли, пойдем покажу, как вегетирующие саженцы растут.